Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной столетию города Бриджпорт в штате Коннектикут. Американская память могла включать не только политических героев, но и фигуры популярной культуры. Перевернутый орел может напоминать то ли акулу, то ли самолет. Дорогие друзья, вновь приветствую вас на канале «Заметки нумизмата». Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных халфах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной столетию города Бриджпорт в штате Коннектикут. Этот выпуск 1936 года интересный не только локальным поводом, но и одним из самых необычных реверсов во всей классической серии. На первый взгляд, бриджпортский халф может показаться простым городским юбилеем. Но за ним скрывается яркий набор тем. Промышленный Коннектикут, городская гордость, фигура П.Т. Барнума, ранняя культура массовых развлечений и художественный язык ар-деко, который в 1930-е годы активно проникал в медали, архитектуру, плакаты и декоративное искусство. Монета была выпущена в 1936 году и посвящена столетию получения Бриджпортом городского статуса. Бриджпорт был инкорпорирован как город в 1836 году, и к столетнему юбилею было решено отметить эту дату официальным федеральным памятным полудолларом. В этом смысле выпуск полностью соответствует духу классической серии. Локальное событие получает общенациональную монетную форму. Закон разрешал выпуск монет по запросу организации, занимающейся столетием Бриджпорта, а порученные средства могли идти на расходы, связанные с юбилейным празднованием. Это типичная модель для памятных выпусков 1930-х годов. Город и комитет получают право продавать монеты с наценкой, а разница между номиналом и продажной ценой помогает финансировать торжества. Цена составляла $2 за монету при номинале 50 центов, то есть покупатель платил в 4 раза больше номинала. Для современного коллекционера это выглядит привычно, но в 30-е годы такая цена была заметной, особенно когда рынок уже уставал от постоянных локальных юбилеев. Тем не менее, выпуск распространился достаточно широко. Всего было отчеканено 25 015 экземпляров, включая 15 контрольных монет для проверки. В отличие от многих других выпусков, крупная партия непроданных монет не возвращалась на переплавку, поэтому Бриджпорт обычно считают полностью распределенным и сравнительно доступным представителем серии. Главная историческая фигура монеты – Финес Тейлор Барнум, более известный как П.Т. Барнум. Для широкой публики он ассоциируется с цирком, рекламой, зрелищами и культурой массовых развлечений. Но для Бриджпорта он был не просто знаменитым шоуменом. Барнум жил в городе, активно участвовал в общественной жизни и в 1875 году был мэром Бриджпорта. Поэтому его портрет на городской юбилейном халфе был вполне логичным выбором. На аверсе изображен портрет П.Т. Барнума, обращенный влево. Под портретом размещена надпись «П.Т. Барнум», а вокруг идет Бриджпорт, Коннектикут, Коннентиал и даты 1836-1936. Композиция ясная и классическая. Портретная сторона сразу показывает, кого город счел своим главным символом для юбилейной монеты. Это не аллегория, не абстрактная свобода и не государственный знак, а конкретный человек, связанный с историей места. Выбор Барнума делает монету особенно живой. В американской культуре он стал символом предпринимательской энергии, рекламы и умения превращать события в зрелище. В этом смысле его появление на памятной монете выглядит очень органично. Сама монета тоже была частью юбилейного представления города о себе. Дизайн выполнил Генри Крейс, скульптор, уже знакомый коллекционерам по халфу Коннектикута 1935 года. Это делает Бриджпорт особенно интересным для сравнения. Один и тот же художник, один регион, близкие даты, но совершенно разная пластика. Если Коннектикут запоминается могучим дубом Хартии, то Бриджпорт портретом Барнума и своим необычным орлом. Реверс Бриджпорта – одна из самых обсуждаемых сторон в серии. На нем изображен стилизованный орел в духе стиля ар-деко. Это непривычный классический орел со сплавленными крыльями, щитом и стрелами, а почти графический, геометризированный символ. Орел
выглядит плоско, обобщенно и очень современно для своего времени. Из-за крупной формы крыла реакция на дизайн была неоднозначной. Некоторым зрителям этот реверс казался слишком непривычным, а в нумизматической литературе часто отмечают, что перевернутый орел может напоминать то ли акулу, то ли самолет. Но именно это делает монету запоминающейся. Бриджпорт пытается выглядеть как классический выпуск XIX века, но говорит языком 1930-х годов, языком геометрии, плаката, промышленного дизайна и стиля ар-деко. Вокруг реверса размещены обязательные федеральные надписи United States of America, In God We Trust и Pluribum Unum Liberty и Half Dollar. Из-за широкого и плоского крыла многие экземпляры имеют заметные контактные следы именно на реверсе. Это важный практический момент. При выборе монеты нужно внимательно смотреть на крыло орла, потому что оно занимает большую часть композиции и сразу показывает царапины, пятна и следы хранения. С точки зрения сохранности, данная монета часто встречается в хорошем состоянии. Монета не предназначалась для активного обращения, продавалась как сувенир и в значительной степени сохранилась без следов хождения. Однако, это не значит, что любой экземпляр одинаково хорош. Важно смотреть на равномерность тона, чистоту поля, отсутствие пятен, качество портрета Барнума и состояние большей части крыла орла. Хорошая монета должна выглядеть свежо и цельно, без тяжелой серой или желтоватой патины, и если она портит общий вид. На аверсе чувствительные зоны лицо и волосы Барнума, открытое поле вокруг портрета, нижняя надпись с именем и периферия с датами. На реверсе главная зона риска – крыло орла. Даже небольшие следы на этой небольшой плоскости могут бросаться в глаза. Поэтому для сильной коллекции желательно выбрать не просто высокую формальную оценку, а монету с аккуратным реверсом и хорошей визуальной привлекательностью. Интересна и упаковочная история выпуска. Монеты продавались через местные банки Бриджпорта, а заявки со всей страны обрабатывались через первый национальный банк города. Встречаются оригинальные синие коробочки на одну или даже на 3 монеты. Такие материалы важны для коллекционеров, потому что помогают почувствовать, как монета распределялась на момент выпуска. При этом старые держатели коробки могли влиять на патину. Некоторые экземпляры получали желтовато-коричневый тон. Для одних коллекционеров это часть подлинной истории хранения, для других – визуальный недостаток. Внутри классической серии Бриджпорт занимает особое место. Он не является ключевой редкостью, но и не выглядит проходным выпуском. Его сила – узнаваемости. Портрет Барнума сразу привязывает монету к конкретной личности, а орел ар-деко делает реверс одним из самых необычных в серии. Исторически монета рассказывает не только о городе. Она показывает, как в США воспринимали знаменитых местных деятелей. Барнум был не президентом, не генералом и не отцом-основателем. Он был предпринимателем и организатором зрелищ, человеком рекламы и массовой культуры. Его появление на федеральной монете показывает, что американская память могла включать не только политических героев, но и фигуры популярной культуры. Для нумизмата Бриджпорт интересен еще и как работа Генри Крейса. Сравнение с Коннектикутом показывает диапазон художника от мощного дерева и колониальной легенды до портрета Барнума и геометрического орла. Это хороший пример того, как один скульптор мог искать разный визуальный язык для разных исторических сюжетов. Если говорить о коллекционной стратегии, с Бриджпортом лучше не торопиться. Из-за относительной доступности нет необходимости брать первый попавший экземпляр. Разумнее дождаться монеты с хорошим блеском, чистым реверсом, приятным тоном и аккуратным портретом. В отличие от действительно редких выпусков, где коллекционер часто вынужден мириться с компромиссами, Бриджпорт позволяет выбирать. На нем удобно учиться видеть разницу между просто высокой оценкой состояния и действительно красивой монетой. Сегодня эта монета остается одним из самых узнаваемых памятных выпусков 1936 года. Он доступен, исторически приятен и при этом обладает яркой индивидуальностью. Это не монета-легенда по редкости, но монета-характер. Для канала «Заметки нумизмата» этот выпуск особенно интересен тем, что показывает разнообразие ранних юбилейных монет США. Один выпуск может быть посвящен выставке, другой – колонии, третий – территориальному правительству, а здесь мы видим городской юбилей Пэта Барнума и модернистского орла.
И, конечно, бишкекский полудоллар – хороший пример того, как важная монета не обязана быть редчайшей. Иногда ценность выпуска стоит в том, что он хорошо рассказывает историю о Бриджпорте, Барнуме, городских юбилеях 1930-х годов, стиле ар-деко и о том, как памятный хелф мог стать маленькой серебряной афишей своего времени. Спасибо, что смотрите наш канал, и до следующих встреч.